Для полноценной зарядки автомобильного аккумулятора емкостью 60 ампер-часов необходим источник постоянного напряжения 14,5 вольт и возможностью обеспечить силу тока в 6 ампер. Блоки питания от компьютера, как известно, выдают три напряжения – 12 вольт, 5 вольт и 3,3 вольта. Что касается силы тока, то 300-ваттный блок питания по 12-вольтовой шине способен обеспечить 12 ампер. Для остальных напряжений и того больше. Но 12 вольт для зарядки аккумулятора маловато. Нам понадобится еще один блок питания. Подключив два блока питания последовательно, мы повысим напряжение. Конкретно нам нужно взять 12-вольтовую шину от первого блока питания и 3-вольтовую от второго блока. В сумме мы получим 15 вольт без потери мощности. Если у вас два блока питания разных характеристик, как у меня, то для 12 вольт берем блок самый мощный из двух. У меня это 400-ваттный. Чтобы заставить работать блок питания вне компьютера, на самом широком разъеме необходимо перемкнуть любой черный провод и зеленый. В редких случаях черный и серый. Со вторым блоком поступаем так же. Самое важное – изолировать корпус блока питания друг относительно друга. А для собственной безопасности пользоваться розетками с заземлением. Берем самый мощный из двух блоков и подключаем один из его желтых проводов к плюсу нашего аккумулятора. Любой черный провод подключаем к любому оранжевому проводу второго блока питания. Любой же черный провод второго блока питания подключаем на минус аккумулятора. Пока что отключим этот провод и включим оба блока питания в сеть. Теперь можно подключить минус на аккумулятор. Меряем напряжение на клеммах аккумулятора. 14,7 вольта. На 0,2 вольта завышено. Но это ничего. Главное не оставлять аккумулятор на такой зарядке больше суток. Померяем ток. Ток заряда составляет 3,5 ампера. Через несколько часов такой зарядки этот аккумулятор будет полностью заряжен. Теперь попробуем зарядить аккумулятор одним блоком ATX. Как видим, сила тока зарядки в 12 раз меньше от того тока, что был с двумя блоками питания. С таким током аккумулятор не зарядится. Вот почему нельзя касаться блоками друг к другу. На них разные потенциалы, а это вызовет короткое замыкание. И в лучшем случае блоки уйдут в защиту. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, если видео было полезно. Всего доброго.